Вы смотрите это не случайно. Это не совпадение. Еще до того, как были заложены основы мира, именно этот момент, этот вдох, этот щелчок, эта секунда был вписан в вечный свиток вашей судьбы. Божественный отпечаток лежит на этом видео, и оно взывает к чему-то более глубокому внутри вас. Вы чувствуете это, не так ли? Это движение в вашем сердце. Этот жар в твоих глазах. Это притяжение в твоем духе, которое шепчет «оставаться». Оставайтесь и слушайте, потому что то, что я собираюсь сказать в вашу жизнь, это не просто послание, это откровение. Это ключ, чтобы разблокировать дверь, которая была запечатана слишком долго. Позвольте мне представить вам момент, когда шторм-удар. День, когда несправедливость лишила тебя дыхания. День, когда ты взглянул на свой банковский счет, и он насмехался над тобой. Момент, когда врач выдал тебе заключение, в котором не было никакой надежды. Момент, когда ты плакал втайне, чтобы никто не услышал. Где же тогда были обещания? Где же чудо, то благословение, то избыток? Ты же спрашивал, да? Ты молча кричал: «Боже, почему я? Почему это? Почему сейчас и небеса, казалось, затихли?» Но послушайте. Небеса не молчали. Небеса молчали, точка подготовка сцены. Тебя никогда не забывали. Ты был кован, и тебя не наказывали. Тебе позиционируется, каждая слеза была учтена. Каждый вздох был услышан. Несправедливости, обрушившейся на твою жизнь, не было позволено уничтожить тебя. Ей было позволено раскрыть секрет, спрятанный в вашем истории. Есть завет над твоей жизнью, которую сам отпытался задушить, но он не может одолеть голос, который сейчас говорит с тобой. Этот голос Боги, его голос теперь гремит в твоем духе. Достаточно. Хватит лжи, которая говорила тебе, что ты не избран. Хватит страха, который парализовал твои руки. Хватит мышления бедняка, которое говорило, что твоя семья проклята, точка, ты не проклят, тебя зовут. Призванный во что-то священный. Что-нибудь сверхъестественное. Что-нибудь вечное. Боль, которую ты пережил, была подготовкой к урожаю, никто не может украсть. Но прежде чем чудо совершится, вы должны услышать это слово до конца. Я говорю это не для того, чтобы развлечь вас, а для того, чтобы преобразить тебя. Каждая секунда этого сообщения несет власть, и если вы осмелитесь поверить, это откроет что-то в вашей жизни, что было заперто на долгое время поколения. Так что оставайтесь. Смотрите. Слушайте. Пусть ничто вас не отвлекает. Потому что наследование вы искали, благословение, которым вы молились, богатство ты рожден, чтобы нести это ближе, чем ты думаешь. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но сначала вы должны понять, почему все должно было развалиться. Поставьте лайк этому видео, если вы чувствуете, как огонь шевелится. Это ваш первый шаг к послушанию. Давайте вместе погрузимся в откровение. Они ведь этого никогда не видели, не так ли? Не то, как сжималась твоя грудь посреди ночи, когда ты смотрела в потолок, гадая, как будут оплачены счета. Они не замечали, как ты улыбалась на публике, а падала за закрытой дверью, утопая в том изнеможении, которое не физическое, а духовное. Они не слышали, как твои молитвы срывались на шепот, потому что даже голос твой устал просить. У тебя больше не было слов. Только слезы. Но я видел. Я все это видел, Бог все это видел, твоя каждая слеза, высохшая на подушке, каждая натянутая улыбка, каждый пропущенный прием пищи, чтобы ваш ребенок мог поесть, ничто из этого не осталось незамеченным. Ничто из этого не было забыто. Мир, возможно, игнорировал вашу боль,
но небеса ее зафиксировали. Каждая несправедливость, с которой вы столкнулись, была задокументирована. Каждый момент бедности из невзгоды, стыда запечатлено в памяти вечности. Не для того, чтобы наказать тебя, но чтобы подготовить чудо, который уже сейчас пробуждается. Видите ли, этот мир убедил многих, что если ты беден, то ты невидим. Что если у тебя нет денег, то тебе, должно быть, не хватает и веры. Что если у вас трудности, то это как-то ваша вина. Эта ложь передавалась из поколения в поколение, заставляя людей верить, что бедность – это черта характера, а не духовная битва. Но позвольте мне поговорить с вами сердце с ясностью: бедность – это не твоя идентичность. Это не приговор, это сезон. И даже времена года должны меняться, когда голос Бога командует ими. Позвольте мне спросить вас, и я спрашиваю с авторитетом того, кто образовал ваши кости в чреве: вы когда-нибудь задумывались, почему, как бы усердно вы ни работали, у вас все равно возникает ощущение, будто ваши руки связаны? Почему деньги приходят, но никогда не остаются? Почему отношения рушатся именно тогда, когда вы начинаете чувствовать себя в безопасности? Почему вы чувствуете радость на рассвете и отчаяние с наступлением темноты? Почему вам кажется, что все вокруг вас движутся вперед, а вы остаетесь на месте? Это не случайность. Это не совпадение. Это знаки чего-то. Духовное наследие это была под атакой. Некоторые из вас родились в циклы. Циклы долгов. Циклы зависимости. Циклы разочарований. Ваши родители боролись, и их родители до них тоже. Вы не родились бедными, вы родились на поле духовной битвы. И поскольку вы несете в себе обещать, битва за твою жизнь была более ожесточенной, чем когда-либо. Но враг не учел, что та же боль, которая должна была уничтожить тебя, станет путь к вашему урожаю. Этот голос внутри тебя, тот, который требовал большего, шепчет, что тебя ждет нечто большее. Это не плод воображения. Это твои судьбы кричать. Это Святой Дух шевелись в пепле, заявляя: «Достаточно». Вы никогда не были созданы просто для выживания. Вы были созданы, чтобы нести изобилие, чтобы отразить Божие славу на земле, чтобы управлять богатство, которое строит алтари, а не только банковские счета. Но давайте копнем глубже. Почему вы продолжаете саботировать свой собственный прорыв? Почему ты отступаешь именно тогда, когда дверь начинает открываться? Почему вы чувствуете себя недостойным любви, процветания, мира? Может быть, где-то в глубине души вы все еще верите в ложь, что страдание – это ваша идентичность. Борьба – это ваш удел в жизни. Возлюбленные, позвольте мне сказать вам нечто священное и вечное. Ты не рождена, чтобы просить милостыню, ты не был рожден, чтобы оставаться в яме. Завет над твоей жизнью не было написано на языке ограничений. Оно было написано кровью агнец, подписано с обещанием, что вы будете голова, а не хвост, выше, а не ниже. Но чтобы обещание проявилось, вы должны сначала увидеть свою боль как доказательство, что тебя выбрали. Враг не сражается с тем, что не представляет угрозы. Бури в твоей жизни, предательство, потери, банкротство, одиночество – все это произошло не потому, что тебя забыли, а потому, что ты отмечена избранный, отделенный. И теперь сезон меняется. Но прежде чем я скажу благословение, вам нужно противостоять цепям. Бедность, которую вы видите в своих финансах, это симптом более глубокой духовной нищеты. Это бедность веры. Бедность веры. Личность. Рана, которая говорит тебе: ты не заслуживаешь большего. Но ты заслуживаешь. И не из-за того, что ты сделал, а из-за кто твой отец, он владеет скотом на 1000 холмов. Он говорит: и золото рождается в пыли.
Он дышит, и рождаются вселенные. И ты его дитя. Позвольте мне повторить это еще раз, потому что кто-то должен услышать это своими косточками. Вы не ошибка, тебя не забыли. Твое имя не просто номер, затерявшийся в толпе. Твое имя написано в книге жизни, выгравированной на ладони тот, кто создал звезды, и он никогда тебя не покидал. Ни разу. Даже когда ты думал, что ты один, он был за кулисами, дирижируя временем твоего трансформация. И вот сейчас, да, сейчас начинается. Вы достигли порога. Момент решения. Священное приглашение либо вернуться к тому, что вы знали, либо шагнуть вперед. В изобильной жизни вам было обещано, ключ вам его дают. Но воспользуетесь ли вы им? Это не развлечение. Это не мотивация. Это война. И поле битвы – ваша точка разум. Так чему же вы поверите? Поверите ли вы шрамам или поверите ли вы зовет? Поклонишься ли ты своему банковскому счету или поднимешься в веру? Останешься ли ты в тени того, что было, или выйдешь на свет того, что будет? Поставьте лайк этому видео сейчас, не как ритуал, а как публичное заявление, что вы готовы. Что вы получаете рожай. Что вы принимаете чудо. Это ваш способ сказать «Я выбираю верить». Я выбираю отстаивать свои права, наследования. И послушайте, ваше чудо не завтра. Оно начинается сейчас. Это перемена. Переломный момент. Прекращение голода. Подъем ваша судьба. Но прежде чем мы расскажем, что именно вот-вот появится в вашей жизни, есть кое-что, кто-то, из слова, с которым вам нужно встретиться. Потому что их история – это ваше отражение. И что с ними случилось? Это будет план того, что должно произойти-то. Основная тема – были битвы, закрытые двери, ушедшие люди, исчезнувшие возможности. Ничто не происходило случайно. Каждая деталь была частью невидимой стратегии по сохранению тебя. Враг пытался украсть твою надежду, но не смог коснуться твоего предназначения. То, что казалось забвением, на самом деле было защитой и подготовкой к чему-то гораздо большему. В Писании есть человек, чья жизнь отражает вашу боль больше, чем вы можете себе представить. Человек, непонятый, брошенный, ложно обвиненный и забытый, но не Богом. Его зовут Джозеф. У него была мечта, очень похожая на ту, что была у тебя когда-то. Видение, которое Бог заложил глубоко в его сердце, видение избыток, честь, возвышенности. Но перед сбором урожая наступило время ямы. До короны были цепи. Видишь ли ты себя в этом? Иосиф не просил, чтобы его ненавидели братья. Он не выбирал предательства. Он не выбирал, чтобы его лишили личности и продали за сребреники. Он не планировал двери, чтобы закрыть, чтобы голоса насмехались над ним, чтобы самые близкие ему люди стали источником его глубочайшей боли. И все же каждое предательство было частью стратегии. И ваше тоже. Работа, которую ты не получил. Тот человек, который ушел без объяснений. Тот бизнес, который потерпел крах, тот друг, который изменился, та дверь, которая захлопнулась перед вашим носом. Ничего из этого не произошло случайно. Это не было отторжением, это было сохранение. Тебя не игнорировали, тебя просто скрытый. А причина была проста. Ваша цель слишком сильна, чтобы поместить ее в неподходящее окружение. Не враг, он пытался коснуться всего, что мог. Ваших эмоций, вашей уверенности, вашего ритма. Он пытался лишить вас надежды.
исчерпать вашу молитвенную жизнь, заставить вас поверить, что Бог забыл тебя. Но послушай эту истину, небесное молчание – это не отсутствие небес. Когда Иосиф был в яме, Бог действовал. Когда Иосиф был в темнице, ложно обвиненный женой Потифара, Бог писал главу Джозеф, даже не представлял себе этого. Когда о нем никто не вспоминал, когда годы проходили без повышения, когда казалось, что его имя исчезло, Бог готовил дворец, который требовал идеального времени. Теперь я хочу вам это ясно объяснить. То, что вы считали наказанием, на самом деле была подготовка. Позвольте мне спросить вас сейчас, думали ли вы когда-нибудь, что предательство станет концом? Вы когда-нибудь предполагали, что закрывшаяся дверь означает, что мечта умерла? Глядя на свои потери, вы когда-нибудь думали, должно быть, и я сделал что-то не так? Ты кричал ночью: «Почему я, Господи? Почему всегда я?» Вы думали, что это тишина. Но это была тишина. Стратегия. Вы думали, что вас забыли. Но вас забыли. Сформированный. Ни цель жизнь Иосифа не могла быть наполнена комфортом. Он должен был пройти через очищение. Ему пришлось пройти через огонь, чтобы получить доверие к избыток. Трон, на котором он в итоге восседал, не был построен за одну ночь, он был высечен из всех несправедливостей, всех задержек, всех разочарований. И то же самое относится к тебе. А что если я скажу, что тем, кто ушел, пришлось уйти? Что если бы они остались, то заразили бы ваш урожай мелочным мышлением? Что если бы вы получили это повышение, вы бы согласились на меньшее, чем ваше наследование? Что, если это «нет» было громче всех «да» небеса когда-нибудь кричали? Джозеф тогда этого не понял. Он не мог видеть чудо, за болью формировалось единение. Но когда наступил голод, и народы воззвали о помощи, Джозеф – брошенный, отвергнутый узник, который внезапно оказался ответом. И я вам сейчас скажу, вы – ответ на голод, которого вы еще даже не видели. Вы несете решение, а не печаль. Ты несешь благословение, а не бремя. Ты несешь божественное богатство, не только монеты или наличные, но духовное обеспечение, креативные идеи, услуга, стратегия и власть. Но Бог должен был позволить вам почувствовать боль утраты, чтобы вы никогда не согласились на временное утешение к вечной цели. Некоторые из вас все еще находятся в стадии становления. Вас все еще не понимают. Вы все еще занимаетесь этой работой, которая вас выматывает. Вы все еще наблюдаете за тем, как другие поднимаются, оставаясь за кулисами. Но позвольте мне сказать вам вот что: дух, скрытые времена года, священные времена года. В тюрьме Иосиф развил в себе лидерские качества. Он научился управлять малым, чтобы однажды управлять народами. В своей скрытности ты научился выносливости. Ты взрастил терпение. Ты открыл, как молиться, когда никто не хлопает. Как полагать, когда нет аплодисментов. Как отдавать, даже когда руки пусты. Вот качество царственное судно. Но я должен спросить, как долго вы будете оценивать свое будущее по прошлому? Как долго вы будете таить в себе горечь из-за того, чего не произошло? Как долго ты будешь сомневаться, достоин ли ты, когда кресту же ответили на этот вопрос? Неврод пытался коснуться ваших финансов, ваших отношений, вашего сна, вашей радости, но он не мог коснуться вашего цели. То есть запечатанный. То есть покрытый. То есть святой. И вот приближается момент дворцового правления. Голод в стране, вот-вот открыт услуга на вашу жизнь. Но вот в чем секрет: голод приходит не для того, чтобы уничтожить вас, а для того, чтобы раскрыть вас. Иосифа вытащили из тюрьмы не тогда, когда он умолял, не тогда, когда он боролся,
а когда сон фараона требовал его дара. Возвысил его не титул, а его способность интерпретировать видение. Бак поместил ключ внутри него, и когда дверь была готова, она распахнулась по божественному велению. Вы носите с собой ключ слишком. Дар. Голос. Послание. Творчество. Дух проницательности. И причина, по которой война была столь жестокой, заключается в том, что враг знает, когда придет твой момент, ничто не сможет остановить твое ускорение. Но готовы ли вы? Сможете ли вы справиться с тяжестью благосклонности? Можете ли вы войти в комнату, где ваше имя произносят с почтением, не впадая в стыд? Вы можете нести богатство, не став гордым. Сможете ли вы провести других через голод, потому что вы помните, каково это – быть голодным? Вот почему этот процесс был необходим. Вот почему закрытые двери были священны. Почему люди, которые ушли, им позволили уйти. Потому что они не были частью следующей главы. Бог сохранил тебя. Он не просто спас твою жизнь, он защитил твою судьбу. Ты мог неправильно жениться. Ты мог слишком рано начать. Ты мог слишком мало остановиться. Но он это предотвратил. И теперь ты стоишь на пороге избыток, не потому, что вы это заслужили, а потому, что вы выдержал. И прежде чем мы перейдем на следующий уровень, я хочу спросить вас, перестанете ли вы, наконец, подвергать сомнению то, что сохранил Бог? Простишь ли ты того, кто ушел, отпустишь то, что не удалось, и примешь то, что вот-вот родится? Вы позволите тюремной Сизаниде и отпусти дворцовый образ мышления рост? Иосиф плакал, когда его братья преклонились перед ним, не от гордости, а от полноты понимания. Он сказал: «Ты хотел зла, но Богон предназначил это для добра, чтобы спасти много жизней». Бытие 50:20. И это тоже твоя история. То, что должно было уничтожить тебя, тайно строила платформа вашего чудо. А теперь сделайте вдох. Потому что следующая часть этого путешествия – это то, где инструкции начинать. Не просто вдохновение, а активация. Благословение не просто близко, оно в движении. Но прежде чем вы сможете его получить, вы должны кое-что ясно увидеть, что-то мысль вам нужно было добиться успеха. Никогда не был частью божественная стратегия. И в следующее мгновение я покажу вам, что именно было блокирует дверь и как, наконец, через это пройти. В жизни каждого человека наступает момент, когда туман скорби проясняется, и то, что когда-то казалось наказанием, становится тем, чем оно было на самом деле – подготовка к продвижению. Это тот самый момент для тебя. Ты больше не можешь позволить себе считать себя просто тем, кто пытается выжить. Потому что выживание больше не твоя задача, точка наследования есть. Ты провела большую часть своей жизни в тени, заботясь, поддерживая, заступаясь за других. Ты стояла на краю поля боя, протягивая руки тем, кто был слишком слаб, чтобы сражаться. Ты дарила любовь, не получая взаимности. Ты изливала ее, пока никто не замечал твоей пустоты. Но Бог заметил, небеса вели летопись. И то, что ты сделал в тайне, чем ты пожертвовал в тишине, теперь громко раздается перед троном. Но теперь духовные роли меняются. Царства Дух отметил ваше имя для нового назначения. Вы больше не просто ходатай, вы становитесь получатель. Вы вступаете в центр божественной заботы, и избыток-то, что раньше проходило мимо вас, теперь приближается прямо к вашей двери. Но послушайте эту священную истину. Вес, который ваше имя имеет в духовном мире, не сможет проявиться в полной мере, пока вы не примете, кем вы являетесь на самом деле. Ты необычный. Ты не забыт. Ты не опоздал. Ты выбранный. Ты судно священного огня, носитель судьбы, охранитель богатства,
и ключ для освобождения других. Но вот где моральная дилемма возникает. Будете ли вы продолжать жить как слуга, когда отец назвал тебя наследником? Будете ли вы продолжать ожидать немногого, когда ваше наследование не имеет меры? Будете ли вы продолжать кормить других и умирать духовно, или вы вступите в банкетный стол, приготовлен для вас? Позвольте мне спросить ясно, чему научила вас бедность, чего никогда не сможет сделать процветание? Что оставшееся позади открыло вам то, кем вы являетесь? Что породило в тебе твое молчание, дух? Потому что правда такова, Бог не позволили этим одиноким ночам, этим неоплаченным счетам и этим неблагодарным отношениям остаться без ответа. Каждая каплеболь ты выдержал и поместил что-то на небеса. И теперь небеса высвобождают урожай. Но для чуда быть полностью проявленным, вам следует изменить свою позу. Врата открываются, но будет ли ваше сердце готово пройти через них? Давайте копнем глубже. В духовном мире существует закон. Вы не можете получить то, во что не верите, что оно вам принадлежит. Многие люди молятся за благословение, но внутренне они не чувствуют удостоенные с этого. Они просят богатства, но в их сознании все еще сохраняется язык дефицита. Они желают новогосезон, но продолжайте бередить старые раны. Может быть, самым большим препятствием на пути к вашему изобилию является ваш отказ отказаться от своей идентичности как жертвы. Потому что вот что вы должны понять: жертвенность и наследование не могут сосуществовать. Жертва видит закрытые двери. Наследник видит стратегию. Жертва оплакивает задержку. Наследник видит подготовка. Жертва подсчитывает потери. Наследник принимает миронаследие. Речь не об эго. Речь о выравнивании. Вы не можете получить доступ к дверу «Готово на тебе», если ты все еще оплакиваешь того, кого Бог запер за тобой. И награда приходит сейчас не потому, что ты, наконец, достиг совершенства, а потому, что ты наконец-то занял свое место. Позвольте мне сказать нечто смелое. Эта награда это не будет мимолетным. Это не будет похоже на временные прорывы, которые давали вам мгновение покоя, за которым следовали годы борьбы. Это не подарок, завернутый в задержку. Это постоянная смена. А божественное назначение. Вечный ответ на каждую молитву, которую ты когда-то шептал сквозь стиснутые зубы и усталые глаза. Но вместе с этим возникает и требование, трансформация. Теперь вам предстоит осознать свое собственное духовное состояние. Теперь вы должны задать себе вопросы, которые больше никто не задаст. Почему я откладываю то, что, как я знаю, Бог уже сказал, что это мое? Почему я отступаю, когда появляется возможность? Почему я все еще чувствую себя виноватым за то, что прошу о богатстве, когда богему самому приятно благословлять своих детей? Позвольте мне дать вам привилегированные знания, известные только тем, кто действительно слушает. Бедность – это не смирение. Нехватка – это не освящение. Недостаток – это не признак святости. В аду есть теология, которая хочет держать народ Божий в нищете, страхе и зависимости. Но есть завет на небесах, сказано, что ты должен быть взаимодавцем, а не заемщиком. Голова, а не хвост. Носитель свет, а не отголосок тьмы. Итак, теперь контраст становится очевидным. Вы выберете, вера или страх, послушание или задержка, избыток или знакомая боль. И прежде чем ответить, помните следующее: Бог не требует совершенства. Он требует участия. Он просит вас прийти к соглашению с обещать. Верить в то, что твое имя имеет вес. Верить в то, что ваша жертва была замечена. Верить, что ты достоин, не потому, что ты это заслужил, а потому, что он называется ты.
Изменения должны произойти не потому, что Бог удерживает благословение, а потому, что ваша текущая версия не может вместить то, что грядет. От чего нужно отказаться, чтобы освободить место для нового? Какие мысли нужно похоронить, чтобы ваше наследие могло воскреснуть? Какие страхи нужно распять, чтобы ваш истинный авторитет воскреснуть? Вы годами жертвовали. Теперь пришло время получать. И вот последняя истина, которую вы должны глубоко усвоить своим духом. Награда, которую мы получим, это не только деньги. Это мир, превосходящий понимание. Это отношения, которые восстанавливают, а не истощают. Это возможности, соответствующие вашему призванию. Это стратегическое богатство, которое создает наследие. Это чудеса прервать то, что, согласно логике, было невозможно. Это не временно. Это вечный. Теперь, прежде чем мы войдем в благословение, и я произношу молитву, которая активирует его, я снова прошу тебя, примете ли вы это с открытым сердцем? Согласитесь ли вы, что ваше имя носит власть? Примете ли вы, что небеса теперь заботятся о вас, ты? Следующая часть этого сообщения изменит атмосферу. Но вы должны быть готовы. Потому что, как только мы в него вступим, пути назад к мышлению страдания уже не будет. Дверь открыта, ключ раскрывается, и благословение находится в движении. И что будет дальше? Подтвердит все, во что твоя душа когда-либо надеялась поверить. Тебя никогда не бросали. Ты был спрятан. Укрыт под крылья суверенного Бога, пока Он вписывал твое имя в главы истории, гораздо большей, чем твои глаза могли видеть. Укатини, которые преследовали вас, не были проклятиями. Они были божественные покровы. Сезона пустыни, где ваши крики эхом разносились в тишине, не были свидетельством божественного пренебрежения. Они были священной землей, где вера была посажена, политой страданием, и готовы к цветению в глазах неба и земли. И есть что-то вечное происходит в этот момент. Даже сейчас, когда вы читаете эти слова, духовная атмосфера меняется в вашей жизни. Дверь то, что годами оставалось закрытым, запечатанным родовыми проклятиями, внутренними сомнениями или несправедливыми задержками, начинает открываться. Не случайно и не потому, что вы это заслужили, а потому, что и то время. Время пришло. Тебя не отвергали, тебя готовили. То разбитое сердце, которое почти раздавило тебя, это предательство, которое разорвало твою душу, та ночь, когда тебе казалось, что последняя свеча надежды догорела, это не был твой конец. Это был твой конец, точка сохранения. Освященная изоляция, разработанная для защиты свою сущность от загрязнения, от преждевременного воздействия, от заселения мест, которые не могли бы переносить тяжесть твоего благословения. Слушайте внимательно, это не сезон борьбы. Это сезон получения. Вы не вступаете в очередной цикл ложных надежд. Вы вступаете в новый цикл. Выполнения этого, что было предопределено еще до твоего рождения. Это не прорыв, который может исчезнуть. Это вечная веха, линия, начертанная на песке твоей судьбы, которая отмечает день, когда все изменилось. Вы это чувствуете. Это движение в вашем дух, этот божественный дискомфорт, который говорит вам, это не просто очередное сообщение, это мой момент. Потому что это так. Теперь я говорю вам, обещания, которые ждали, чтобы прорасти, словно семена в сухой земле. Обещания, написанные кровью завет, запечатанные дыханием Святой Дух, и подтверждена сила воскрешения выведшей Христа из могилы. Вы благословенны. Благословен не за ваши достижения, а за вашу позицию. Ты дитя Всевышнего Бога, а носитель божественного наследства, а сосуд трансформации и держатель ключей в Царствие Небесное на земле. Вы идете к изобилию.
Не только в финансовом плане, хотя богатство является частью вашей доли, но и во всех сферах вашего существования. Здоровье, отношения, креативность, ясность и мир. Вы больше не выживаете по частям, вы становитесь целым, река бога течет по вашим сухим местам. Та же земля, которая когда-то ничего не давала, вот-вот принесет урожай за пределами разумного. Вы вступаете в право. Такая милость, которая открывает двери, которые никто не может закрыть. Такая милость, которая находит тебя в безвестности и возносит к королям. Ты больше не гонишься за возможностями, возможность вот-вот погонится за тобой там, где когда-то было отвержение, будет божественное принятие. Там, где когда-то была задержка, будет ускорение. Вас помнят. Как Иосиф в темнице, как Анна в храме, как Давид в поле, тебя называют поименито, что казалось тишиной, на самом деле было небесами, организующими ваше раскрытие. Это ваше назначенное время, и ничто, ни демон, ни ошибка, ни задержка не может отменить то, что Бог уже постановил. Но теперь позвольте мне спросить вас о чем-то священном. Вы будете получать это. Вы откроете свое сердце. Разжать кулаки, освободиться от старых убеждений и освободить место для этого уровня благословения. Можете ли вы поверить, что вы не только были созданы для этого, но и выбраны? Благословение, которое приходит, это не случайный дар. Это божественный ответ к годам скрытое послушание. Ночи, когда ты постился, и никто об этом не знал. Молитвы, которые вы молились, пока все остальные спали. Щедрость, которую ты проявил, когда тебе самому чего-то не хватало. Верность, которую ты проявил, когда предать было бы проще. Битвы, которые ты вел молча, не были напрасными. Небеса вспомнили. И награда быть выпущенным сейчас – это не мимолетный. Это вечный. Вы не просто получаете что-то для этой жизни, вы вступаете в наследие, в трансформацию поколений, в благословение. Это пройдет по родословным и народам. Ваши дети, и их дети, и дети, которых вы еще даже не встречали, будут ходить по земле, которую вы сейчас отвоевываете. Но это еще не все. То, что когда-то казалось мертвой, твоя мечта, твой огонь, твоя радость, твоя вера – это быть воскрес. То, что когда-то казалось потерянной, ваша ясность, ваша сила, ваше направление начинает процветать. Ты не тот, кем был. Ты тот, кем, как всегда знал Бог, ты станешь. Вы поднимаетесь. Да, отказу от того, что больше не служит вашему призванию. Да, принятию изобилия, которое Бог хранит в тайных местах. Да, вере в то, что ваше прошлое не может вас ограничивать божественное будущее. Да, чтобы открыть ваше сердце к чудесам, не поддающимся логике. Речь идет не о том, чтобы заслужить, а о том, чтобы отреагировать, и Бог избрал ты, дитя мое. В тишине твоих страданий, в глубине твоих слез небеса слышали. Твоя молитва не была оставлена без внимания. Твое семя не было напрасным. Твоя боль не была напрасной. И теперь урожай пришло. Вы увидите пропитание там, где была только засуха. Вы услышите божественные наставления, которые приведут вас к сверхъестественным результатам. Вы войдете в комнаты, где ваше имя уже было упомянуто Богом, а не человеком. Помните секрет, который я вам рассказал. В Писании снова и снова повторяется следующая закономерность. Когда Бог собирается благословить кого-то чем-то, огромный Он сначала дает момент выбора. Он дает приглашение к двери, когда прямо сейчас вы находитесь именно там. На пороге чего-то больше, чем твое воображение невозможное, обретает зримую форму. Вы думали, что вам нужно чудо в одной области, но то, что грядет, полная реставрация во всех измерениях – духовном, эмоциональном, финансовом, поколенческом.
Не обещать Бог освобождает не только сегодня, к вечной. Дверь он не закроется из-за экономических изменений или вмешательства человека. К богатству он выливает не только деньги, но и мир, ясность, здоровье, мудрость и божественная милость – это не благословение, за сохранение которого вам нужно будет бороться, оно будет поддерживаемо заветом. По обещанию. Рукой самого Бога. Ты не потеряешь то, что даруют тебе небеса. Это запечатанный. И позвольте мне сказать это ясно, даже если вы пока не можете видеть полную картину, даже если ваша реальность все еще выглядит сухой, даже если счета все еще накапливаются, даже если диагноз не изменился, что сейчас происходит в духовное царство является более реальным, чем то, что видят ваши глаза. Это сезон сверхъестественное противоречие, где видимое будет преклоняться перед невидимая правда. Истина, которая гласит: «Ты благословен, ты избран, вы находитесь в завете», и вы собираетесь увидеть доказательства о том, что Бог прошептал в тайне. Есть причина, почему этот момент кажется таким другой. Есть причина, по которой твой дух трепещет, а сердце бьется чаще. Потому что твой дух узнает судьбу. Твоя душа чувствует движение с небес, вы не просто получаете мотивирующее слово, вас отмечено вечным. Это не момент для зрителей, это призыв к ответу. И этот призыв не «может быть», а «да». Скажи «да». Скажи «да» тому, чтобы стать первым в своей семье, кто разрушит проклятие нужды. Скажите «да» шагу в жизнь, где благословения не задерживаются, а высвобождаются. Скажи «да» тому, чтобы стать сосудом, через который Бог трансформирует поколения. Скажи «да» становлению живое свидетельство божественных обещаний, которые были исполнены. Потому что, когда вы говорите «да», вы даете разрешение небесам вмешаться. Вы приглашаете сверхъестественный поток, чтобы взять на себя то, что когда-то казалось сломанным. Вы позволяете благословение умножения поиться на ваших руках, в вашем разуме, в вашем бизнесе, в вашей семье, самом вашем существовании. И это благословение. Оно будет оставаться. Это будет расти. Он будет говорить, даже когда вы молчите. Не пренебрегай малыми начинаниями. Ведь то, что начнется сегодня, будет вечной. Мир может не понимать, как быстро меняется твоя жизнь. Но они это увидят. Они увидят благосклонность. Они будут восхищаться переменами. И ты скажешь: это была рука Божья, это не то, что вам придется принуждать или выдумывать. Это не самопомощь, это божественная помощь. И небеса уже разрешил это. Сейчас ваш момент, теперь настало назначенное время, небеса открыты, река изобилия течет, и свет благосклонности сияет над твоим именем. То, что начинается сейчас, неостановимый, вы выравниваетесь с ваше наследство, и это наследие не хрупкое. Оно не временное. Оно не условное. Оно плод вечного завета между вашим верой и богобещать. Даже если никто вокруг вас в это не верит, даже если ваше прошлое кажется вам недостойным, даже если ваша ситуация выглядит неизменной, Бог говорил через тебя, Он заявил, что ваше имя прикреплено к благословению. Что твоя жизнь будет нести знак чудесного. Что твое сердце готовится к сверхъестественному исполнению, как только Бог заговорит, никто не может это изменить. Это твой до, и после с этого момента вы оглянетесь назад и скажете: «Все изменилось, когда я сказал «да». Вы будете ходить по-другому. Вы будете ожидать по-другому. Вы будете молиться с большей смелостью. Вы будете полагаться большей глубиной. И вы получите с большая емкость. Потому что елей благодати теперь течет на твою голову. Мантия чудо-наследования было возложено на ваши плечи. И ничего сможет остановить то, что начали небеса. Поэтому я спрашиваю вас сейчас не как пассивного слушателя,
а как дитя, дарующее надежду, как сосуд судьбы, отметите ли вы этот момент? Примете ли вы это преображение? Запечатай это пророческое слово с вашего согласия. Если ваш ответ «да», то заявите об этом сейчас. Комментарий ниже. Это мой момент. Я говорю «да». Не жди. Немедля. Запомни этот момент на небесах. Твои слова власть ваша. Ответ – активация. Как вы это заявляете, небеса это записывают. Вы вступили в свое наследство, и благословение началось. Повтори это еще раз не только устами, но и душой. Это мой назначенный момент. И я говорю «да». Многие взывают: «Боже, почему ты не позаботился?» Но позабота не всегда задерживается, и ее часто понимают неправильно. Вы ждали двери, когда Он дал вам ключ. Вы искали денег, когда Он прошептал вашему сердцу «посей свою веру». Вы просили о переменах, но отказывались менять свою жизнь. Ритм. В этом и заключается диссонанс между желанием изобилия и жизнью в изобилии. А теперь представьте, вы просыпаетесь завтра утром, без тревоги, без страха, но с священной уверенностью. Зная в глубине души, что что-то уже работает. Для тебя не потому, что вы увидели доказательства, а потому, что вы стало доказательством это чудо гармонии. Когда ваш дух начинает течь в гармонии с чистотой Божьего изобилия, все вокруг вас начинает преображаться. Деньги сами вас находят. Люди благоволят вам. Возможности приходят сами собой. Это не удача, это урожай. И самый мощный урожай начинается с простого, но божественного решения – практиковать истину, а не просто слышать это. В течение 21 дня вас призывают к священному испытанию. Не тренду, не привычке, священной дисциплине, ежедневному акту перестройки. Так Иры становится вашей атмосферой. Так ваша жизнь становится сосудом, который переполняется не один раз, а постоянно. Если вы думаете, что видели чудеса раньше, вы еще ничего не видели. Ведь сверхъестественное – это не разовое событие. Это чистота. И как только вы настроитесь на нее, вы больше никогда не вернетесь к мышлению дефицита. Но вопрос в том, сделаете ли вы это. Это не для всех. Многие пролистают. Многие вернутся к шуму. Но тем, кто решит ответить, тем, кто скажет, да, в этом преобразующем путешествии вас ждет вечное благословение. Позвольте мне прояснить, небеса не закрыты. Врата не заперты. Дверь открыта, но только те, кто знает ключ, войдут в нее. И ключ вот в чем, Иры, это не то, чего вы ждете, а то, что вы взращиваете. Это выбор, который вы делаете, когда просыпаетесь. Это ритм, который вы создаете, когда отвергаете страх и принимаете веру. Это духовное состояние, а не эмоциональный всплеск. Хотите быть богатым здоровьем? Тогда начните провозглашать исцеление своего тела ежедневно. Хотите быть богатым миром? Тогда очищайте свою атмосферу от сомнений час за часом. Хотите быть богатым деньгами? Тогда начните практиковать щедрость, благодарность и дальновидность. Деньги – это не магия, это зеркало. И Бог использует их, чтобы отразить состояние сердца. Из пепла промедления, из руин разочарования, из пыли уныния. Ты поднимаешься в власти, в вера, в личность, в богатство, в зрение. Вы восстаете как свидетельство. Потому что ваша жизнь не просто будет благословенна, она будет живое пророчество, что происходит, когда кто-то доверяет Богу во время бури и отказывается отпустить свой завет.
Но послушайте, такого рода возвышение требует сдаваться. Не поддаваться мнению людей. Не поддавайтесь страху. Но сдаться и необыкновенный тот, кто увидел тебя в тени и прошептал: «Подожди». Еще нет. Я с тобой еще не закончил. Тот же голос сейчас заявляет: сейчас самое время. Так что откажитесь от своей гордости. Откажитесь от своей временной шкалы. Откажитесь от страха снова разочароваться. И протяните руки, потому что небеса льют воду. Получите это. Получите чудо. Получите богатство. Получите вознаграждение. Получите урожай. Получите дверь, читая это открытие, ключ вы сейчас держите, и власти вы всегда носили с собой, но не знали, как пользоваться до сих пор. Этот момент, святый. Это не случайность. Это не эмоциональный подъем. Это не просто еще один фрагмент контента. Это священная встреча с Богом, который никогда не покидал тебя, который сохранил тебя в тишине, который укрыл тебя в тени, который похоронил тебя в пустыне только для того, чтобы воскресить тебя во власти. Это ваша веха. Это перемена. Это открытие. И теперь я приглашаю вас сделать еще один шаг смелости, еще один акт веры, комментарий ниже прямо сейчас. Это мой рубеж. Я получаю вечное благословение. Напишите это не просто как фразу, а как декларация. Как выравнивание. Как знак себе, небесам и даже аду, что ты не повернешь назад. Пусть ваши собственные слова предскажут ваше будущее. И пусть ангелы будут свидетелями вашего согласия с благословением. Это уже началось. Потому что это необычный день. Это тот день, когда завет пробуждается. Это день твоего воскресения. И ничто уже не будет прежним. Давайте теперь помолимся вместе, не просто с чувством, но с властью, с ожиданием и с сердцем, полностью отдавшимся тому, что богато откровение. Это не ритуал. Это божественное соглашение, момент вечного изменения. Открывая свой дух этой молитве, знайте, что небеса слушают, и то, что мы возвещаем сейчас, не вернется тщетным. Оно совершит то, для чего было послано. Отец света и истины, суверенный хранитель завета, мы приходим к тебе сейчас не как нищие, а как сыновья и дочери, сохраненные именно для этого часа. Господь, Ты сказал в Исаии 43:19: «Вот я делаю новое, оно уже явилось, и вы не замечаете его». Сегодня мы это ощущаем. Мы ощущаем перемены. Мы осознаем время. Мы больше не сопротивляемся тому, что ты рождаешь. Мы принимаем это полностью. Сейчас не время для мелких изменений, Отец. Сейчас время для трансформации. Вырви из наших душ старые шаблоны, которые мешали нам двигаться вперед. Искорени страх, который заставлял нас молчать. Разрушь все соглашения, которые мы заключили с неудачами, бедностью, стыдом и отвержением. Залечи раны, что тянулись молчанием. Раны от того, что тебя не замечают. Шрамы от предательства. Боль от запоздалых ответов. Нравится Джозеф? Мы теперь видим, что каждая тюрьма, каждая яма, каждое ложное обвинение не было разрушением, это была подготовка к награде. Ты сохранил нашу сущность, Ты сокрыл нас в пустынях, чтобы мы не были разоблачены, прежде чем будем готовы. Мы помним сейчас Твое обещание в Римлянам 8:18. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, и мы отпускаем бремя. Мы отказываемся от необходимости понимать каждую задержку. Мы отпускаем обиду. И на ее месте освобождаем место для слава, которое не сиюминутно на вечное благословение, которое не поверхностно, но основанное на наследии.
Господи, мы уже не поступаем по логике, но по откровению открой наши глаза, чтобы видеть так, как Ты видишь. Обостри наши уши, чтобы слышать, как Ты говоришь. Ты сказал в Иеремии 33, 3, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и непостижимое, чего ты не знаешь, очи сегодня мы зовем». Покажи нам то, что было скрыто. Открой стратегия, который был похоронен в боли. Дайте нам ключ к двери, что Ты открываешь. Запечатай нашу идентичность в Тебе, Господь. Мы не сироты. Мы не запоздалые мысли. Мы не рабы страха. Мы Твои избранники. Твое царственное священство. Твое драгоценное достояние. Пусть всякая ложная идентичность, которую мы носили, отпадет сейчас во имя Иисуса. Одобрение людей больше не будет нашим мерилом, Твоего голоса достаточно. Бог воскресения, сейчас мы говорим о том, что казалось мертвым в нашей жизни. Мечты оживают. Вера воскресни. Надежда процветай. Здоровье восстанавливается. Финансы расширяйтесь. Цель зажечь. Отношения выравнивайте. Пусть все, что было погребено в тишине, теперь выйдет наружу со святой силой. Пусть спадет погребальная саванна, и пусть наследование рост. Мы сегодня присоединяемся не только к благословению, но и к завет мы присоединяемся к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Богу, который обещал в Второзаконии 28:12, что Ты бы «открой нам сокровищницу Твою благую, небо, чтобы оно давало дождь земле нашей во время свое и благословляло все дела рук наших. Господи, благослови дело рук наших. Утверди наше наследие. Вдохни в наши дела, наши семьи, наше служение, наши идеи. Пусть все, к чему мы прикасаемся, носит аромат слуга. Отец, мы призываем божественные связи к существованию. Соедини нас с теми, кто несет мудрость, с теми, кто говорит о жизни, с теми, кто будет строить вместе с нами, а не ломать нас. Убери с нашего пути всякое ложное поручение. Отключи нас от того, что истощает. Соедини нас с тем, что выравнивает. Господь, пусть избыток мы вступаем в то, что будем защищены смирением, управляемы мудростью и направляемы Святой Дух. Да не забудем мы никогда яму, из которой вышли, но да не вернемся в нее никогда. Награда пришла. Дверь открыта. Благодать раскрывается. Мы заявляем каждому слушающему сердцу: вы благословенны. Вы исцелены. Вас помнят. Вас видят. Вы избраны. Вы поднимаетесь. Вы входите в свой рожай. И так же, как ты говорил Иосифу в скрытые годы, ты сейчас говоришь нам: «Отче, они хотели зла, но я хотел добра, чтобы ты возвысился, чтобы спасти много жизней, чтобы явить свою славу через твою историю». И поэтому мы говорим «Аминь». Да будет так. Пусть это будет сделано. Во имя всемогущего Иисуса. Аминь. Это не конец видео, это начало божественного путешествия. Возможно, вы пришли сюда в поисках утешения, руководства или просто из любопытства. Но то, что вы получили, это гораздо больше, чем просто информация. Вы столкнулись с откровением, священное приглашение от Бога сам вошел в жизнь, которой ты всегда был предназначен. И эта жизнь не хрупкая. Она не временная. Она не зависит от твоего окружения. Она вечный, построенный на завет, который невозможно сломать и обещать который никогда не вернется тщетным. То, что начинается сейчас, не заканчивается молитвой. Оно продолжается решением с каждым шагом послушания, с каждой отданной мыслью, с каждым действием веры,
вы участвуете в создании чего-то гораздо большего, чем ваш личный прорыв. Вы создаете наследие, вы активируете благословение не только для себя, но и для своих детей и для будущих поколений вашего рода. То, что Бог делает в вас сейчас, будет отражаться и за пределами вашей жизни. Ты не одинок в этом. То же самое, дух, который прошел с тобой через тени и пустыни, идет с тобой в этот новый сезон избыток, богатства, чудеса и трансформация бури, которые вы пережили, не были напрасны. Боль, которую вы перенесли, не была напрасной. Задержки не были отрицанием, это были божественные паузы, устроенные небесами, чтобы сохранить вас точка наследования до назначенного часа. И это является тот час. С этого дня вы начнете замечать знаки. Двери открываются без объяснений. Дары внутри вас пробуждаются. Люди начинают осознавать, власть вы несете, возможности, то, что раньше было вне досягаемости, теперь попадает в ваши руки. И когда вы видите, как это происходит, помните, это после. Это момент, который небеса отметили на вашей временной шкале еще до вашего рождения. Момент, который разделяет вашу жизнь на «до» и «после». Вы никогда не вернетесь к тому, кем были. Не сможете. Потому что вы слишком много видели. Вы слышали голос Вечного, и этот голос изменил тебя. Итак, теперь я прошу вас сделать что-то простое, но действенное. Оставьте комментарий ниже и заявите: «Это мое будущее». Я говорю «да» вечному благословению. Ваши слова имеют вес. Это не просто фразы, набранные в поле для комментариев. Это заявления, выпущенные в атмосферу. Ваш комментарий – ваш алтарь. Это отголосок согласия с вызовом вы только что получили. Это способ сказать «я не поверну назад». Я иду через дверь, Бог открыл. И если вы еще этого не сделали, сделайте следующий смелый шаг – подписаться на этот канал. Не для контента, а для непрерывности. Потому что это не конец того, что Бог хочет сказать тебе. Грядут новые откровения, новые наставления, новые встречи. Каждое послание – это фрагмент большей головоломки, световой путь, ведущий оттуда, где ты был, туда, куда тебе суждено идти. Мы вместе строим нечто священное. Семьи, верующие которые поступают не потому, что видим, а потому, что была разговорной над нами. Которые живут не логикой, а откровением. Которые несут не только надежду, но и власть, услуга и трансформация. Это был твой момент. Ты его принял. И я благословляю тебя теперь жить в нем полностью. До следующей встречи будьте тверды. Не сдавайтесь. Идите смело. Потому что вас уже отметили. Потому что ты уже избран. Потому что чудо уже началось.